Всем привет! Снега подсыпало знатно. По старой схеме сперва заезжаю на избушку, топлю печь и буду выдвигаться до шалаша у ели. Сегодня я там буду делать пол, начинать делать пол, выпилю вход черновой и закончу пока полом. По поводу снега, в этом году его, конечно, поменьше, чем в прошлом у нас было. Прошлый год у нас вообще рекордный. На беседке вот полметра, я так думаю, снега. Убирали мы где-то 2 недели назад снег, расчищали под улья, и снежку навалило. Хоть снова не привози снегоуборщики, это все по новой убирай. Вот такая весна. Март месяц, а снег-то еще валит и валит. Остановился проверить фотоловушку. Видно, по следам кто-то прошел. Лиса, либо волк. И фотоловушку у меня всю замело снегом. Не знаю, что там. Наверное, ничего и не сработало. Фотоловушка стояла примерно 2 месяца. Снегом ее замело. Посмотрим, какие кадры там есть. Всего мои 3 кадра. Странно. Заряд фотоловушки полный. Интересно мне, почему она не сработала вот на эти следы, вот которые дальше идут. Я надеялся, что там кадры будут какие-то. По пути у меня еще одна фотоловушка. Будем ее смотреть тоже. В общем, невидимый зверь прошел. Шел он прямо по моей буранке, которую занесло. Прошел возле фотоловушки, и фотоловушка не сработала. Вот такой зверь-невидимка получается. 2 фотоловушки он прошел и ни в одну не попал. Вот всего 1 кадр со мной. Настроение, друзья, отличное. Я у шалаша у ели. Буду сейчас первым делом делать себе проемы внутрь черновой. И уже буду внутри делать пол черновой. А потом буду застилать доской.
Так, вот он у меня лазерный построитель, еще новенький. Понадобится мне трехнога. Так, сам уровень. Так, и переходники. Переходники нужны, не будут, а? Да, нужны будут переходники. Вот. Переходничок на штатив. Вот. Богатая комплектация. Здесь очки идут в комплекте. Это у нас упора на магнитах. Можно будет прикручивать к стене. Тут же она регулируется. Тут же запасная батарея. Вот она. Кстати, зарядил ее на всякий случай. Мало ли. Здесь переходничок. Здесь вот такой уровень. Достану. Нет, я его небольшой. Вот. Площадка параллельная. Сюда ставится уровень и поднимается. Вот такая комплектация. Так. Это мне попозже понадобится. Буду пол делать, прикручивать. Так, сейчас мне главное штативчик и уровень. Хочу с вами посоветоваться, как лучше сделать дверь, чтобы она открывалась вовнутрь или наружу. Требуется от вас совет. Напишите в комментариях, как мне лучше поступить. Вот тут я прямо не знаю, наружу или внутрь, чтобы открывалась. Кстати говоря, вот смотрю, у меня верхнее бревно приходит четко по уровню. Смотрите, прям по половине бревна. То есть сделал я тогда очень довольно-таки капитально. Все ровно. Сделал я проем 90 сантиметров. Вот он черновой будет. Минус 5 сантиметров с каждого края это будет коробка. И вход будет 80 сантиметров. Свободный хороший вход. По уровню, видели вы, я сделал середину от них. По бокам я по 45 сантиметров прикрутил доску. И вот по этой доске, как по направляющей, буду сейчас электропилой выпиливать проем. Вот и проем в шалаше выпилен.
Потом буду, когда устанавливать дверь, еще подпилю чуть-чуть нижнее бревно и верхнее бревно. Так, мне нужно будет вот эта пластина. Буду ее прикручивать к срубу. И вот эта вот штука. Сюда буду прикручивать сам построитель. И вот так. И к стенке. И у меня уровень не собьется. А то мало ли подопну. И потом придется по новой настраивать. А так я прикручу жестко к стенке. И никуда ничего не денется. Так, все. Иду устанавливать. Четыре штуки установлены, идем дальше. Еще осталось 4 штуки установить.
Погода испортилась. Настоящая метель. Доски тяжело вести снегоходу. Из-за длины в 6 метров. Плюс снег еще. Снегоход буксует по своему путику по буранке. Ну ничего, вроде пру нормально все. Снег валит. Такую длину я еще не возил. Здесь 6 метров. Очень тяжело. Снегоходу тяжело ехать. Ехал на первой передаче. Очень тяжело поворачивать. Повороты у меня где-то примерно 90 градусов. Там очень плохо разъезжаться. Еще деревья мешаются. 2 раза или 3 раза у меня почти перевернулась вот эта вся пачка досок. Ну ничего, вроде бы не перевернулась. Вот так. Тяжеловато. Погода работенки подкинула. Ветки трещат, друзья. Ветер, снег. Прям ураган как. Лаги, на которые буду класть половую доску, я уменьшаю на 5 сантиметров. Вот здесь десяточка. Это чтобы не делать слишком высокий пол. То есть немного экономлю. А то считай, здесь 150, еще плюс 40-ка половая доска. У меня почти того будет 200. Это чисто пол будет съедать расстояние. Поэтому немножко экономлю. И тем самым у меня будет пол только на 150 где-то съедать расстояние. Вот что значит делать пол по уровню. Все идеальненько. Я бы не представляю, как без этого лазерного уровня я бы здесь сделал. Наделал бы пол, тут, конечно, бы горка была бы. А так все ровненько. Лаги я все прокрутил, надежно их закрепил. И сейчас буду выкладывать пол. Хотел я сперва еще вот эти лаги обвязывать доской, которую я вчера привез. Вот. Думал, что я из нее что-нибудь здесь сделаю. Но так подумал, делать это незачем. Зачем тратить доску, если ее можно будет использовать в дальнейшем на дверь. И доской обвязывать я не буду. Доска, которая ляжет на эти лаги, она их крепко стянет. И ничего болтаться не будет. Так что считаю, делать это незачем. У нас, в принципе, не дом там 8 на 8, а небольшой шалаш. 2,5
на 2,5, а быть точнее 2,60 на 2,70, где-то на 2,80, вот так. Это внутренние размеры. Так что незачем. Все, беру доску, подгоняю по размерам и начинаю ее прикручивать. Доски на пол буду пилить по 3 штуки, буду их скреплять быстро зажимной струбциной. И сразу 3 штуки, чтобы по одной не гонять туда-сюда, сразу пачкой. Кстати говоря, у шалаша растет старая липа. Очень большая, корявая и очень большая в обхвате. Вот эта липа упадет, из нее можно делать колоды. У нас на пасеке одна колода стоит, примерно такого же диаметра, как эта липа. И у нее внутри сердцевины нету. Вот, если что, можно будет колоду из этого сделать. Тут несколько штук и расставить. Пулом стало повыше, стало место немножечко поменьше, но ничего страшного. Практически зазор идеальный, по 13 сантиметров. С одного края 13, со второго 12,5. Линию я расчертил, сейчас буду пилить циркулярной пилой. В последнее время, когда начинаешь работать этой циркулярной пилой, она начинает люто вонять. У меня такое ощущение, что она когда-то в какой-то момент возьмет и пыхнет.
Иногда греется, иногда не греется, непонятно. Но попахивает иногда знатно. Такой жженым текстолитом. Когда, знаете, вот кастрюлю оставишь на плите с такими ручками черными, пластмассовыми, типа вот текстолитовыми. Вот так вот такой вот запах стоит. Вот такой вот пол. Работать лазерным построителем очень удобно, мне понравилось. Никаких морок, выставил и делаешь себе. Дальше этот построитель, я так думаю, понадобится мне, чтобы установить дверь ровно, установить печь, выпиливать проем. Ну и, наверное, еще там по мелочи стол, кровать. Я думаю, пригодится. Особенно если второй ярус все-таки я смогу воплотить, то он там мне тоже понадобится. Друзья, всех благодарю за просмотр. Огромное спасибо, что заходите в это время на мой канал. Проявляете интерес, смотрите, наблюдаете. Большая благодарность тем, кто продвигает видео, помогает дельным советам, делится этим видео. Я буду на этом заканчивать, друзья. В следующий раз буду устанавливать дверь. Размеры я снял. В следующий раз, если получится, то уже установлю печь. Пущу первый дымок. Протоплю шалаш полностью. Растопим внутри снег. Конденсат, который образовался во время строительства. Ну и начнем уже бытовать. Там у нас и кровати, и столики, и второй ярус. И все, в общем, будет. Вроде бы все сдвинулось, как бы не сглазить. Друзья, хочу вас попросить, чтобы вы максимально поддержали это видео. Нужно будет поставить лайк, комментарий по настроению. Ну и репост приветствуется. Всем пока, увидимся с вами в следующем ролике. Будьте здоровы!